Глава 606. Снежно-облачная лиса. Пока Хань Ли рассматривал внешность молодого человека, тот усмехнулся и вошел в сад лекарственных растений и с энтузиазмом сказал: «Итак, младший боевой брат, ученик Горы Рассвета. Твое лицо совершенно незнакомо. Очевидно, ты новый ученик. В этом случае я могу считаться вашим старшим боевым братом. Моя фамилия Хань. Я вошел в секту в начале этого года. Старший боевой брат должен быть блестящим учеником с горы скрытого меча». Хань Ли отозвал свой взгляд и улыбнулся. «Значит, ты младший боевой брат Хань. Я Куй Хуан с горы скрытых мечей. Я забочусь о поле духовных зверей, которое находится здесь неподалеку, вместе с несколькими другими старшими боевыми братьями. Младшему боевому брату стоит посетить его, если появится такая возможность. Хотя уровень моей культивации не очень высокий, я пробыл в секте 8 лет и знаю много полезной информации о секте дрейфующего облака и обо всех учениках с 6 великих гор. Если у тебя есть какие-то вопросы, то не стесняйся, спрашивай», — проговорил молодой мужчина. Хань Ли слегка улыбнулся. Этот мужчина напомнил ему о маленьком Абаке из тех лет, когда он был в секте 7 чудес. Он был таким же красноречивым и очень много знал. Они были явно людьми с одинаковым характером. Хотя Хань Ли нашел это немного забавным, у него не было плохого отношения к нему. Он скрестил руки на груди и спросил: «Большое спасибо за вашу доброту. Однако могу ли я спросить, вас сюда привело какое-то неотложное дело?» Куй Хуан, казалось, пришел в замешательство и немного поколебался. Затем он протер затылок и сказал: «Нельзя сказать, что это важный вопрос. Я просто хотел попросить старшую боевую сестру Юань помочь мне. Я не думал, что смотритель сада внезапно изменится. Это поставило меня в тупик. Вам нужна помощь». Хань Ли нахмурился. «Ничего особенного. Разумеется, младший боевой брат знает, что, поскольку у внешних учеников слабые способности, нас особо не ценят. Разумеется, магические инструменты и лекарственные таблетки секты не попадают в наши руки. Заработанных за год духовных камней не хватит, чтобы купить даже несколько лекарственных таблеток. Вот почему я, как и многие другие боевые братья, отправляюсь в близлежащее болото Зеленого пути и ловлю мелких животных, которые затем продаю на рынке. Обычно это снежно-облачные лисы, которые не являются демоническими зверьми, но благодаря их маленькому телосложению, милому внешнему виду и человекоподобному интеллекту они пользуются спросом у женщин секты. Вот почему мои боевые братья и я охотимся на них. Недавно мы обнаружили странную снежно-облачную лису, у которой были следы духовной ци, словно она трансформировалась в низкорангового демонического зверя. Конечно, мы обрадовались этому. Если бы мы смогли захватить ее живьем, она бы стоила более 100 духовных камней. К сожалению, мы были слишком нетерпеливы, и это позволило лисе сбежать. Теперь она сбежала вглубь болота, и ее трудно найти. Хотя мы обыскали большую часть, иногда мы замечали ее, но нам не удалось к ней приблизиться. Она постоянно сбегала еще дальше, с сожалением проговорил Куй Хуан. Когда он увидел, что у Хань Ли было задумчивое выражение, он остановился на мгновение, а затем продолжил: «Позже мы оставили несколько человек наблюдать за ней и обнаружили, что снежно-облачная лисица любит есть хуансин, особенно хуансин, которому более 10 лет. Мы думаем, что смогли бы заманить зверя в ловушку с его использованием. Младший боевой брат должен знать, что любую лекарственную траву, которой более 10 лет, невозможно купить за несколько духовных камней. Она будет стоить несколько десятков духовных камней, хотя у нас были сбережения, мы потратили их, чтобы купить таблетки для культивации. У нас больше нет духовных камней. Делать было нечего, поэтому я прибыл в сад лекарственных растений старшей боевой сестры Юань. Кажется, должно быть 2 или 3 стебля хуансина, которым около 10 лет. Вот зачем я пришел, но я никак не ожидал, что теперь здесь окажется младший боевой брат Хань. Господин Хань, мы могли бы одолжить мне хотя бы 1 стебель хуансина?» Почти умоляющим голосом проговорил мужчина. Казалось, он сам прекрасно понимал, что его просьба была несколько наглой. Услышав это, Хань Ли пришел в недоумение. Немного помолчав, он сказал: «У меня есть 2 стебля хуансина, которым более 50 лет. Разумеется, раз старший боевой брат Куй пришел за помощью, я, как младший боевой брат, не могу ему отказать. Однако, вы также должны знать, что у меня нет полномочий выдавать кому-либо лекарственные растения. Если чего-то будет не хватать, как я смогу отчитаться перед боевой тётой, если она спросит об этом? Боюсь, я был бы наказан. Вот почему я не могу вам помочь». Хань Ли проговорил это спокойным тоном, но на лице мужчины появилось разочарование. «Младший боевой брат, пожалуйста, успокойся.
Я хочу взять эту траву всего на несколько дней, а затем вернуть. Мы также будем очень осторожны при ее перемещении. Конечно, мы, старшие боевые братья, проследим, чтобы с духовным растением ничего не случилось. Если все пройдет гладко, мы дадим тебе несколько духовных камней. Мы не посмеем огорчить тебя. Я прошу прощения. Этот вопрос очень важен. Я не могу позволить вам использовать эту лекарственную траву. Однако, если вам не хватает духовных камней, я могу вам одолжить их, чтобы вы могли купить траву. Хань Ли предложил ему альтернативу после того, как дал решительный отказ. Лицо мужчины словно просияло, младший боевой брат не шутит. Если ты можешь одолжить нам духовных камней, то нам, конечно, не понадобится лекарственная трава из твоего сада. Однако лекарственная трава этого возраста будет стоить не менее 30 камней. Неужели у младшего боевого брата есть так много? Восторженное выражение вскоре заменилось рядом сомнений. В конце концов, для культиватора стадии конденсации ци это было большой суммой. Хань Ли медленно сказал, эти духовные камни были накоплены до того, как я присоединился к секте, и я еще не использовал их. Сейчас я одолжу их старшему боевому брату. Если мне удастся приумножить их, я не хотел бы упускать такую редкую возможность. Хе-хе, значит, младший боевой брат Хань умеет вести дела. Пожалуйста, не беспокойся об этом, младший боевой брат. Если мы купим Хуансин, снежно-облачная лисица у нас в руках, Куй Хуан усмехнулся, узнав, что Хань Ли говорил правду. Хань Ли улыбнулся и взял свою сумку для хранения. Затем он передал мужчине 30 духовных камней. Куй Хуан с радостью принял их и пообещал, что они добьются успеха без проблем. Поболтав еще немного, он покинул его дом. Глядя на уходящего молодого человека, улыбка исчезла с лица Хань Ли, и он покачал головой. Естественно, главной его целью было не то, что он хотел приумножить количество духовных камней, он просто не хотел никого оскорблять, поскольку только недавно вошел в секту. Хань Ли планировал оставаться в секте дрейфующего облака довольно долго. Знакомство с таким человеком, как Куй Хуан, могло оказаться очень полезным. С этой мыслью Хань Ли вновь активировал ограничительное заклинание вокруг сада духовных растений и вернулся в свою пещерную резиденцию. 3 дня спустя Хань Ли молча стоял перед смущенным Куй Хуаном. Он пришел не ради того, чтобы вернуть духовные камни, а ради того, чтобы попросить Хань Ли помочь ему поймать лисицу. Хань Ли поджал губы и с сомнением спросил, «У вас недостаточно людей, чтобы захватить низкорангового зверя?» Куй Хуан усмехнулся и сказал, «Младший боевой брат не знает, насколько хитрый и быстрый этот зверь. За ним не могут угнаться обычные, магические летающие инструменты. Сначала старший боевой брат из внутренней секты одолжил нам магический инструмент, формация запутанного пути, чтобы поймать лису. Но вчера ему назначили задание, поэтому его сейчас нет в секте. Вот почему нам не хватает человека, чтобы использовать эту формацию. Это стоило бы нам еще нескольких духовных камней, чтобы заменить его. Однако, поскольку нет других желающих, я пришел к тебе. Естественно, мы дадим младшему боевому брату большую долю духовных камней, когда мы добьемся успеха». Услышав это, Хань Ли погладил себя по подбородку и задумался на мгновение. Если бы Куй Хуан пришел просить его помощи в любой другой момент, он бы прямо отказался. Он не хотел тратить время на такое пустяковое дело. Но за несколько дней, пока он культивировал 4-й слой техники великого развития, он почувствовал, что его нервы становятся беспокойными. С тех пор ему не удавалось восстановить свое спокойствие. Казалось, это был признак того, что он достиг узкого места в технике великого развития. Вот почему для него этого была хорошая возможность прорваться сквозь узкое место, поскольку это часто происходит совершенно случайно. Подумав об этом, Хань Ли кивнул. «Ну раз так, я помогу». «Мне очень любопытно, где это болото зеленого пути», — лениво ответил Хань Ли. Глава 607. Болото зеленого пути. Куй Хуан был в восторге от того, что Хань Ли согласился помочь ему. Договорившись о месте и времени встречи, он ушел. На рассвете следующего дня Хань Ли активировал ограничения на своей пещерной резиденции и ушел из сада лекарственных растений. Затем он отправился к месту встречи на своем летающем магическом инструменте. Это было довольно весело. Он не использовал его с тех пор, как он вошел в стадию формирования ядра. Прошло много лет с тех пор, как он в последний раз использовал его. Хань Ли пришлось хорошенько порыться в своей сумке для хранения, чтобы найти его, и в итоге он нашел только высокоранговый магический инструмент. Других не было. Пролетев четверть часа, Хань Ли прибыл на место, где он встретится с Куй Хуаном. Это была вершина относительно высокого холма.
Хань Ли не особенно удивился, увидев, что здесь еще никого не было. Он прибыл раньше времени. Хань Ли нашел ровное место и сел, скрестив ноги, а затем начал медитировать и купаться в небесной духовной ци. Через 2 часа, когда пылающее солнце лениво выкатилось из-за горизонта, в небе по направлению к холму появились несколько черных точек. Хань Ли потер нос и невольно ухмыльнулся, глядя на них. Спустя большой промежуток времени эти люди, наконец, прибыли на холм. Хань Ли считал, что они двигались со скоростью улитки. «Младший боевой брат Хань, нам очень приятно, что ты прибыли раньше нас», — крикнул Куй Хуан с сияющей улыбкой. В настоящее время его группа летела на низкоранговых магических инструментах, которые выдавала секта. Неудивительно, почему они летели так медленно. Вскоре Куй Хуан приземлился на холм, а за ним 3 других культиватора стадии конденсации ци. Хань Ли встал со скалы и повернулся к остальным. «Да ничего особенного, я только что прибыл на место. Эти 3, остальная часть группы хе-хе, да, с 5 людьми мы можем установить 5-элементную формацию запутанного пути. Людей много, а духовных камней мало». Эти 3, старшие боевые братья Ма, Си и Ван, Куй Хуан широко улыбнулся, указав на 3 позади него и быстро представив их. Эти 3 были не особо старшими. Самый старший среди них был старший боевой брат Ван в возрасте 35 лет. У этого человека был уверенный взгляд, и он обладал самым высоким уровнем культивации среди всех 4. Он был на 11-м уровне стадии конденсации ци. Один из 2 других был низким и толстым, а у другого было желтоватое лицо. Кажется, что им было лет по 20, и у них обоих был уровень культивации на 9-м уровне стадии конденсации ци. Старший боевой брат Ван, казалось, был неординарной личностью. Как только его представили, он широко улыбнулся Хань Ли и сказал: «Мы уже слышали о младшем боевом брате Хане. Мы очень благодарны за помощь. Если бы не ты, у нас не было бы средств захватить демоническую лесу». Его красноречивые слова произвели на Хань Ли впечатление. Остальные 2 также взглянули на Хань Ли с добрыми выражениями на лицах. Казалось, у них сложилось благоприятное впечатление о Хань Ли после того, как он дал им духовные камни. Хань Ли, естественно, отрицал это из-за вежливости, старший боевой брат слишком добр. «Я просто хотел заработать больше духовных камней». Культиватор по имени Ван покачал головой и искренне проговорил: «Хотя эти духовные камни не очень-то полезны для культиватора заложения фундамента, для нас, культиватор стадии конденсации ци, это очень даже значительная сумма, которую мало кто решится одолжить незнакомцу». «Младший боевой брат Хань, очевидно, ты тот, с кем стоит дружить», услышав это, Хань Ли внутренне кивнул. Манеры поведения и уровень культивации старшего боевого брата Ван были исключительными. Очевидно, он был лидером этой группы. Хань Ли просто улыбнулся и хотел было сказать что-то еще, как Куй Хуан вдруг посмотрел в небо и напомнил: «Старший боевой брат Ван, младший боевой брат Хань, мы можем поговорить на этом пути. Если мы задержимся, мы не успеем прибыть к болоту Зеленого пути вовремя. Нам нельзя надолго покидать секту, а передвигаемся мы не очень быстро». Старший боевой брат Ван кивнул головой и сказал: «Младший боевой брат Куй дело говорит. Мы действительно не можем тратить время понапрасну, так что вперед. Поговорим обо всем позже». Группа из 5 человек тут же выпустила свои магические инструменты и поднялась на небо. Младший боевой брат Хань использует свой собственный магический инструмент. Он, по крайней мере, среднего класса. Неужели брат Хань пришел сюда из клана? Как только они поднялись в небо, они увидели магический инструмент Хань Ли и тут же воскликнули от удивления. В конце концов, даже если это был среднеранговый магический инструмент, он все равно представлял собой огромное количество духовных камней для внешних учеников, таких как они сами. Когда старший боевой брат Ван увидел это, на его лицо появилось удивление. Хотя он ничего не сказал, странное выражение промелькнуло в его глазах. Другие культиваторы также выглядели довольно ошеломленными. Хань Ли предполагал, что так будет, поэтому он просто улыбнулся и сказал: «Разве я похож на выходца из клана? Просто за много лет до этого, будучи бродячим культиватором, мне удалось заработать несколько духовных камней, используя свой мелкий навык в создании талисманов. И если бы не это, я бы не смог позволить себе так великодушно предоставить старшему боевому брату Кую столько духовных камней». Их шок вскоре превратился в зависть. Низкий и полный старший боевой брат Ма с любопытством спросил: «Изготавливать талисманы?» «Я не ожидал, что младший боевой брат Хань обладает таким навыком-умением. Поскольку тебе удалось заработать столько духовных камней, должно быть, твой уровень мастерства в создании талисманов вполне приемлемый. Талисманы какого класса ты можешь изготовить?» Хань Ли равнодушно ответил: «Я в основном создаю низкоранговые элементные талисманы».
Хотя мне удалось создать 2 талисмана среднего класса, уровень успеха в этом случае был не очень. Младший боевой брат Хань может в самом деле создавать талисманы среднего класса. Старший боевой брат Ван был шокирован этим заявлением и невольно взглянул на Хань Ли. Хань Ли спокойно сказал: «Верно. Я могу изготовить талисман грозового огня и талисман хранителя. К сожалению, я добился успеха только раз из 6 попыток. Этого едва хватает, чтобы покрыть расходы на материалы». Старший боевой брат Ван вздохнул и с сожалением сказал: «Младший боевой брат Хань слишком скромный. Из того, что я знаю, лишь немногие из внешних учеников горы Огненного облака могут изготавливать талисманы среднего класса. Если ты сосредоточишься на этой профессии, ты сможешь заработать бесконечное количество духовных камней. В отличие от нас, кому приходится каждый день шевелить мозгами, где раздобыть духовные камни». Когда другие услышали это, выражения на их лицах стали мрачными. Казалось, это была их больная тема. «Вы, старшие боевые братья, переоцениваете мои способности. Это не похоже на то, как продавать высокоранговые талисманы. Мне пришлось бы провести целый день на рынке и продавать низкоранговые талисманы, не зная, купит ли их кто-нибудь вообще. Так что ваше мнение слишком ошибочно. Лично мне кажется, что ваша охота на снежно-облачных лисиц действительно впечатляет». Хань Ли поспешил сменить тему. Услышав это, группа Куй Хуан переглянулась между собой и вскоре горько улыбнулась. Старший боевой брат Ван сказал: «Младший боевой брат Хань может не знать этого, но этот теневой бизнес является неустойчивым. Мы не сможем вернуться в болото Зеленого пути, захватив эту демоническую лисицу». «Почему?» — удивленно спросил Хань Ли. Куй Хуан объяснил: «Одна из причин заключается в том, что мы выловили почти всех лисиц. Теперь оставшихся найти слишком сложно. Вторая причина заключается в том, что снежно-облачные лисицы больше не продаются. В конце концов, они не являются настоящими демоническими животными, поэтому мало кто желает купить их. Старшие боевые сестры с высоким уровнем культивации стремятся найти демонического зверя, чтобы стать его духовным зверем. Вот так. Кажется, вам, старшим боевым братьям, придется искать другой способ заработка в будущем», — дружелюбным тоном проговорил Хань Ли. Когда старший боевой брат Ван услышал это, он покачал головой и больше ничего не сказал. Вскоре все 5 вылетели за пределы ограничительных заклинаний секты Дрейфующего облака и направились прямо к центру гор Мечтательных облаков. Младший боевой брат Хань, болото Зеленого пути расположен прямо на границе секты Древнего Меча и нашей. Но поскольку это место располагается довольно далеко, и там множество ядовитых паров, там очень мало учеников. Вот почему мы смогли монополизировать бизнес по захвату лисиц. Это бутылка лекарственных таблеток, противоядие от ядовитых паров. Когда мы будем на месте, тебе стоит почаще принимать их. В противном случае тебя будет тошнить или захватит приступ диареи». По дороге старший боевой брат Ван вручил Хань Ли маленькую нефритовую бутылку. «Большое спасибо за беспокойство, старший боевой брат Ван». Хань Ли взял бутылку и убрал в свою сумку для хранения. Но с его нынешним уровнем культивации ему нечего было бояться ядовитых паров. Кто знал, будет ли он использовать лекарство. Пролетев около 6 часов, они достигли высокого горного хребта. У них перед глазами предстало огромное пространство зеленой долины с различными деревьями и кустарниками. Однако среди зелени можно увидеть слабый розовый туман. «Мы на месте. Будьте осторожны, когда спускаетесь». Старший боевой брат Ван предупредил всех, а затем стал постепенно спускаться, показывая путь через ядовитые пары. Глава 608. Появление лисицы. Хань Ли был последним, кто спустился в долину. Увидев, что все вокруг него начали принимать таблетки против ядовитых паров, он невольно улыбнулся. Поскольку в его теле была очищенная сущность, он мог очищать воздух, просто дыша им. В этот момент группа летела прямо к центру долины. Эта демонская лиса чрезвычайно умная. У нас будет только один шанс ее захватить. Нам нужно найти большое пространство, чтобы она не могла сбежать из формации. Впереди нас ровное поле без болота. Нам не придется бояться, что он сбежит в болото. Очевидно, старший боевой брат Ван много думал над этим планом. Остальные не возражали и последовали за ним. Хань Ли улыбнулся, не сказав ничего. Через мгновение все 5 прибыли в ровное поле, на котором изредка рос кустарник. Не дожидаясь инструкций старшего боевого брата Вана, Куй Хуан и другие высадились на поле и стали осматривать окрестности. Быстро обсудив, Куй Хуан подошел к центру поля и вырыл небольшую дыру. Затем он осторожно достал Хуан Син, который он купил на рынке, и положил его в лунку.
Затем он слегка присыпал его, чтобы он выглядел более естественным. Растение сразу же стало испускать слабый аромат. Отлично. У снежно-облачной лисицы острый нюх. Даже если закопать Хуанцзин на 3 фута, она все равно почует его запах. Куйхуан встал и с удовольствием отряхнул руки. Затем он вспомнил что-то и достал белый флаг. «Хорошо, младший боевой брат, возьми это. Это флаг формации запутанного пути». Ханьли кивнул головой и спокойно взял маленький флаг. В этот момент старший боевой брат Ван начал рассказывать план. Он торжественно проговорил: через мгновение все займут свои позиции. Когда появится демоническое лицо, мы одновременно активируем формацию. Я уверен, что поскольку снежно-облачная лиса только эволюционировала в демонического зверя, она не сможет сбежать из формации. Все остальные кивнули в знак согласия, а затем встали на свои летающие магические инструменты. Они зависли неподвижно в воздухе на расстоянии около 50 метров от земли с флагами формации. Каждый из них использовал магические методы маскировки, чтобы скрыть себя, пока они ждали появления лисицы. Поскольку все это включало и обошлось им недешево, Куйхуан и остальные заметно нервничали, уставившись вниз и не смея моргать. Даже старший боевой брат Ван был очень сосредоточен. Напротив, Ханьли был самым спокойным среди них. Он держал белый флаг формации в одной руке, поглядывая по сторонам. Фактически, Ханьли уже окутал область в радиусе своим духовным чутьем. Он будет первым, кто узнает о появлении лисицы. В мгновение Ак пролетело 2 часа, но все вокруг было тихо. У Куйхуана уже стала болеть шея, пока он стоял на своем магическом инструменте и беспрерывно смотрел вниз. На его лице появилось нетерпение. Он взглянул на старшего боевого брата Вана и хотел было что-то сказать, но, немного поколебавшись, промолчал. Жаловаться было нечего, даже если им пришлось подождать еще немного. Это было все, чтобы захватить демоническую лисицу. Прошел еще 1 час, большая часть группы начала беспокоиться. Выражение лица Ханьли внезапно дрогнуло, и он перевел взгляд в сторону ближайшего кустарника. В этот момент Куйхуан напрягся. Он облизнул губы и собирался что-то сказать, когда услышал холодный голос Ханьли с помощью передачи голоса: «Тише, демоническая лиса здесь. Он прячется в кустах на западе. Не спугните ее». Остальные 3 также слышали передачу голоса Ханьли. В ответ все они с тревогой взглянули на куст на западе, обнаружив, что ничего не было видно. Они скептически отнеслись к словам Ханьли, но их расслабленные взгляды снова стали бдительными. Спустя промежуток времени, за который можно было доесть обед, они заметили, как из куста показался белоснежный зверь. С каждым шагом он поворачивал голову в стороны и бдительно оглядывался по сторонам. От каждого его движения его усики дергались, это было невероятно восхитительно. Все остальные тут же приготовили свои флаги формации. Белая лиса не взглянула в сторону скрывающейся 5. Увидев, что поблизости не было ничего странного, он расслабилась и стала двигаться в направлении Хуанцзина. Однако, когда она оказалась в 30 метрах от Хуанцзина, она внезапно остановилась и потянула носом воздух. В ее глазах мелькнуло сомнение, будто она что-то заметила. Эта сцена заставила старшего боевого брата Вана потерять спокойствие, и он громко закричал. Сейчас его флаг формации упал на землю, превратившись в полоску белого света. Когда Ханьли и другие услышали это, они без колебаний выбросили свои флаги формации, и каждый произнес несколько заклинаний. Флаги формации засветились яркими световыми полосами, как только коснулись земли. Большое пространство желтого тумана тут же окутало поле, запечатывая его со всех сторон. 5-элементная формация запутанного пути была активирована. Когда снежно-облачная лисица увидела это, она поняла, что оказалась в ловушке. Он сразу же запаниковала и превратилась в белое пятно, пытаясь сбежать из желтого тумана. Группа культиваторов с облегчением вздохнула, но все еще не смела расслабляться. Иллюзорная формация изменила направление в сторону лисы. Лисица стала бегать кругами внутри формации. Культиваторы, естественно, хотели сначала измотать зверя, а затем схватить. Все они улыбались, словно их план уже полностью был реализован. После того, как маленькая лиса пробежала внутри желтого тумана, она внезапно размылась несколько раз и рухнула на землю. Она больше не вставала. Когда другие увидели это, они тут же испугались и с выражением ужаса на лице переглянулись между собой. Лицо старшего боевого брата Вана стало угрюмым, и он спокойно сказал: «Не дезактивируйте формацию. Младший боевой брат Ма, спустись и посмотри, что происходит». Формация запутанного пути представляет собой ловушку, не наносящую физического вреда. Мне кажется, что эта лисица только притворяется мертвой.
Другие обрадовались, услышав его, а юноша по имени Ма молча спустился вниз. Хань Ли слегка ухмыльнулся и с таинственной улыбкой посмотрел вниз. Низкий и полный старший боевой брат Ма был довольно проворным. Через мгновение он вошел в желтый туман и оказался в нескольких шагах от лисы. Он осторожно схватил ее за хвост и смело встряхнул его несколько раз. Лисица не реагировала, словно она на самом деле была мертвой. Юноша по имени Ма наклонился к ней и приложил ухо к груди. Вскоре после этого старший боевой брат Ма смущенно крикнул из тумана: «Старший боевой брат, скорее спустись сюда!» Тело лисицы демона ледяное. Возможно, ее сердце остановилось от страха, невозможно. Выражение лица старшего боевого брата Вана тут же изменилось. Куй Хуан нервно проговорил: «Старший боевой брат, давайте дезактивируем заклинание и посмотрим еще раз. Мы не можем больше удерживать формацию, наша духовная сила на исходе». Культиватор по имени Си молчал, но в его глазах появился след беспокойства. Будучи мертвым, демонический зверь терял свою цену. Немного поколебавшись, старший боевой брат Ван кивнул головой и сказал: «Отлично. Убираем формацию, раз младший боевой брат Ма уже схватил зверя». Когда Хань Ли услышал это, он спокойно потер подбородок. Внезапно культиваторы начали пробормотать заклинания, указывая на землю, в результате чего 4 флага метнулись к ним в руки, высверлившись из земли. В тот момент, когда желтый туман рассеялся, низкий юноша приложил палец к носу зверя, словно пытаясь что-то проверить. Трое спустились с угрюмыми выражениями. Однако Хань Ли остался в своем первоначальном положении, пристально глядя на белую лисицу внизу. На его лице было странное выражение. Глава 609. Погоня. Перед тем, как старший боевой Ван и двое других спустились, юноша по имени Ма приложил палец к носу лисицы и сердито выругался: «Чёрт! Она еще дышит!» Она только притворилась мертвой. Сказав это, он поднял голову к трем и собирался что-то сказать, как вдруг спускающиеся люди изменились в лицах и закричала: «Осторожно!» Демоническая лиса жива. Все трое прокричали разные слова, но их значения были одинаковыми. Низкий, толстый юноша был довольно сообразительным, и его выражение внезапно изменилось, услышав их. Его рука мгновенно дрогнула, и между его пальцами появился белый талисман. Он яростно ударил талисманом по хвосту лисицы. Однако он был слишком медленным. Как только он потянулся за талисманом, он почувствовал острую боль из той руки, которая держала лисицу. Он громко закричал, бессознательно отпустил его хватку. Лиса ускользнула и покатилась по земле. В мгновение хвост лисицы встал дыбом, как и ее мех. Рука юноши стала кровоточить от укусов. Когда трое других увидели это, они тут же метнулись в направлении лисы. Лисицу оказалось не так-то просто поймать. Она мгновенно преодолела 40 метров в один прыжок. Через несколько прыжков она вернулась в кустарник. В момент отчаяния старший боевой брат Ван и другие два окружили кустарник, выпустив свои магические инструменты, и стали медленно прочесывать его. Но через мгновение на лице всех троих появилось изумление, в кустах ничего не было, кроме кучки камней. Белая лисица словно исчезла бесследно. Трое уныло вернулись на позиции. Куй Хуан неосознанно обратил свой взгляд в небо и крикнул: «Эй! Куда это собрался младший боевой брат Хань?» В тот момент другие также обнаружили, что Хань Ли быстро удалялся от них. Вскоре Хань Ли послал им голосовую передачу: «Старшие боевые братья, вам не о чем переживать». Эта лиса ускользнула, используя технику обмана зрения, и скрылась под землей. Я могу отследить ее с помощью своего магического инструмента. Я могу поймать ее живой. Сказав это, Хань Ли полетел к краю болота. Когда старший военный брат Ван услышал его, он обрадовался и позвал других, а затем они все вместе последовали за Хань Ли. Находясь в погоне, старший боевой брат Ван повернул голову и спросил: «Младший боевой брат Ма, как твоя рука?» Низкий, полный юноша был позади всех. Он пробормотал с постыдным выражением: «Нормально». К счастью, лиса не ядовита. Это просто поверхностная рана. В конце концов, в результате его небрежности лисице удалось сбежать. Он чувствовал себя очень смущенным. Старший боевой брат Ван заставил себя улыбнуться и сказал: «Это хорошо. Давайте ускоримся». Хотя я не знаю, какой магический инструмент младший боевой брат Хань использует, чтобы выследить лису под землей, мы должны догнать его. Куй Хуан обернулся и несколько раз кивнул головой в знак согласия, а затем сказал: «Очевидно, интеллект этого эволюционировавшей снежно-облачной лисицы стал выше». Даже старший боевой брат Ма не мог определить, что лисица только притворялась мертвой.
Это был настоящий шок. Схватившись за раненую руку, культиватор по имени Ма сильно покраснел. К счастью, в этот момент старший боевой брат Ван заговорил вместо него. «Мы не можем обвинять младшего боевого брата Ма. Даже если бы я был на его месте, все было бы так же». Снежно-облачная лиса стала слишком хитрой. Услышав это, юноша по имени Ма бросил взгляд благодарности на старшего боевого брата Ма и почувствовал себя намного лучше. Пока трое разговаривали, юноша по имени Си внезапно взглянул вперед и вдруг закричал: «Все, быстро посмотрите!» Младший боевой брат Хань прошел через гору. Что нам делать?» Остальные тревожно взглянули вперед и обнаружили, что впереди был конец болота. В километре от них была такая огромная гора, что ее вершину было невозможно разглядеть. Перед ними была скала, в которой мечом было прорезано отверстие. Кроме того, Ханьли нигде не было найдено. Четверо зависли перед утесом и заглянули в отверстие с ошарашенными выражениями на лицах. Ханьли действительно ушел внутрь горы. В этот момент он держал нефритовый скипетр с головой волка, который окутывал его тело слабым желтым сиянием. Перед ним стоял волк, длинный в метр, который прорубал путь с техникой движения земли. Когда дух артефакта продвигался, земля расступалась, словно там ничего не было. Ханьли последовал за волком с задумчивым выражением на лице. С помощью своего духовного чутья Ханьли видел, что лисица изо всех сил продолжает двигаться вперед, находясь в сотне метров под ним. Благодаря его мощным духовным способностям для него было естественно наблюдать за продвижением лисицы. Он даже видел, как лиса воспользовалась каменной веной в кустарнике, чтобы ускользнуть. Если бы это был обычный зверек низшего класса, Ханьли, естественно, предупредил бы учеников. Но Ханьли был очень удивлен, почувствовав, что от нее исходили странные духовные колебания Ци, которые казались ему довольно знакомы. Внезапно он обнаружил, что такие же духовные колебания Ци были у аватара девятилистного духовного женьшеня, белого кролика. Это поразило Ханьли. Ханьли был в восторге, полагая, что он обнаружил другое воплощение духовного объекта. Но, взглянув снова на лисицу, он пришел в недоумение. Духовные колебания Ци лисы были слишком малы по сравнению с духовными колебаниями девятилистного духовного женьшеня. Они отличались между собой, как небо и земля. Более того, при более тщательном изучении он обнаружил, что это было настоящее тело снежно-облачной лисы, а не духовное воплощение. В противном случае пустяковая формация запутанного пути не смогла бы остановить ее. Хотя маленькая лиса не была духовным воплощением, Ханьли все равно заинтересовался ей. Он был уверен, что эта чистая духовная Ци имеет отношение к тому, как этот обычный зверь смог превратиться в демонического зверя. Решив разобраться в этом полностью, он позволил лисе сбежать от культиваторов стадии конденсации Ци и тут же последовал за ней, желая выяснить секрет лисицы. Когда лиса появилась перед скалой, она превратилась в шарик белого света и без колебаний размылась в землю. Ханьли тут же использовал артефакт атрибута земли из нефритового скипетра и заставил волка осторожно прорыть ему путь. Если бы он использовал летающий меч, это бы спугнуло лису. Гора была явно большой. Ханьли преследовал лису уже, как минимум, километр, прежде чем он остановился, появившись внутри того, что напоминало каменную комнату. Ханьли обрадовался и приказал желтому волку расчистить путь как можно скорее. В то же время Ханьли увеличил силу своего духовного чутья и стал исследовать внутреннюю часть комнаты. Однако, как только его духовное чутье приблизилось к комнате, его оттолкнула странная сила. «Ой!» — удивленно вскрикнул Ханьли. Он тут же стал намного бдительнее. В этот момент он почувствовал, как его тело стало неподвижным и тяжелым, как будто он нес на себе всю гору. Затем он услышал голос: «Поскольку гость пришел, нет необходимости быть слишком осторожным. Только не говори, что ты ждешь, пока я приглашу тебя». Как только этот голос раздался, вокруг Ханьли появились многочисленные желтые огни, сила которых стала подталкивать его вперед. Ханьли увидел вспышку света, прежде чем он оказался внутри каменной комнаты. Он сильно встревожился и мгновенно взмахнул нефритовым скипетром, покрывая себя красно-желтым световым барьером. В то же время он открыл рот и выплюнул дюжину полос лазурного света, которые стали поспешно вращаться вокруг его барьера. Только после этого Ханьли смог, наконец, почувствовать себя в достаточной безопасности, чтобы осмотреться. Глава 610. Молодая женщина в черном. Без особых усилий Ханьли заметил владельца голоса. В 40 метров от него появилась молодая женщина в черной одежде. Она сидела, скрестив ноги на каменной платформе. У женщины был изящный вид, но ее цвет лица был смертельно бледным, хотя глаза ее ярко сверкали. Ханьли был потрясен, увидев, что один из ее рукавов пуст. У нее было руки.
Перед тем, как Хань Ли успел что-либо сказать, на лице молодой женщины появилось удивление, когда она увидела магические сокровища Хань Ли. Женщина усмехнулась, а ее яркие глаза дрогнули. «Значит, вы на самом деле культиватор формирования ядра, а не конденсации ЦИ. Ваша техника маскировки действительно впечатляет. Она смогла обмануть на мгновение даже меня». На коленях женщины сидела снежно-облачная лисица и с любопытством разглядывала Хань Ли умным взглядом. Проверив ее своим духовным чутьем, сердце Хань Ли дрогнуло. «Значит, это пещера для культивации старшей. Мне действительно не хватает манер». Она казалась довольно открытой и позволила Хань Ли осмотреть ее своим духовным чутьем. Он не смог обнаружить ни малейших духовных колебаний ее ци. Судя по тому, что он знал, это указывало на то, что уровень ее культивации был действительно слишком высок, а не на то, что у нее было какое-то магическое сокровище, способное скрыть ее ци. Хань Ли тут же стал очень бдительным. Пока Хань Ли стал размышлять над тем, что же ему делать, молодая женщина подняла свою бледную руку и погладила лисицу, а затем проговорила: «Вы довольно молоды, но уже достигли поздней стадии формирования ядра. Это очень необычно». Хань Ли глубоко вздохнул и спокойно сказал: «Старшая льстит мне. Я смог достичь этой стадии только благодаря удаче. Могу я знать, высокоуважаемая старшая, как вас зовут?» Молодая женщина вздохнула и сказала: «Неважно, как меня зовут. Мое имя вам все равно ни о чем не скажет. Даже культиваторы зарождающейся души не знают меня». Когда Хань Ли услышал это, он почувствовал горький вкус во рту. Неужели эта молодая женщина на самом деле старый эксцентрик, что оставался здесь в уединенной культивации много лет, хотя сердце Хань Ли ушло в пятки, на его лице не было и следа паники. В конце концов, он теперь обладал большим количеством секретных приемов, особенно недавно изученной техники кроваво-теневого уклонения. При этом Хань Ли больше не испытывал большого страха перед культиваторами зарождающейся души. Конечно, Хань Ли знал, что он в бою им не ровня, но он был уверен, что он сможет сбежать. Однако из-за большого расхода кровавой сущности ему бы пришлось остаться в уединенной культивации в течение многих лет. Стоит добавить, что Хань Ли понятия не имел, почему эта таинственная женщина скрывалась от 3 сект. Было ли это потому, что у нее был какой-то план, или она была такой же, как он, и только желала культивировать вместе с плотной духовной ци? Хань Ли взглянул на каменную комнату и с изумлением обнаружил, что эта комната внутри горы была запечатана. У нее не было ни дверей, ни проходов. Кроме того, помимо каменной платформы, на которой сидела молодая женщина, в ней больше ничего не было. От пустоты в комнате у Хань Ли похолодело сердце. Хань Ли также обнаружил, что стены комнаты были чрезвычайно неаккуратными, в отличие от обычных чистых срезов лезвия. Скорее, это была поверхность, вырезанная огромным топором. Как только он увидел это, в его глазах мелькнуло странное выражение. Молодая женщина, словно увидев замешательство Хань Ли, вдруг улыбнулась и сказала: «Поскольку вы так озадачены, господин Даос, почему бы вам не коснуться каменных стен и не развеять ваши сомнения?» Когда Хань Ли услышал это, его сердце дрогнуло. Ему было действительно любопытно. Он недавно проверил эту каменную комнату своим духовным чутьем и не обнаружил ничего странного. Стены комнаты не отличались от обычного камня. «Раз вы сами предложили это, тогда я проверю». Он осторожно коснулся левой рукой каменной стены. Однако Хань Ли был осторожным и следил за молодой женщиной своим духовным чутьем, опасаясь, что она может напасть на него со спины. Хотя она не проявляла никакой злобы, Хань Ли пережил многолетнюю погоню и стал очень осторожным. Когда Хань Ли потрогал каменную стену, он не заметил ничего странного. Затем, подумав, он протянул палец, и из кончика его пальца появилась полоска лазурного света. Хань Ли ударил пальцем в стену и с ужасом обнаружил, что каменная стена полностью заблокировала атаку. В тот момент, когда свет коснулся стены, раздался треск. Хань Ли был ошарашен, но в то же время в его сознании возникло неверие происходящему. Он внезапно ударил по каменной стене своим длинным мечом, используя полную мощь своей духовной силы. После этого удара на стене не осталось ни царапины. Хань Ли молчал, но на его лице промелькнуло странное выражение. Затем он направил на стену один из своих летающих мечей и ударил ее лазурной полоской света. Свет просто отскочил от стены. Эта атака оставила в стене разрез глубиной в дюйм, но стена тут же стала выравниваться. Через мгновение разрез исчез бесследно. Хань Ли в ужасе повернулся и спросил ее, что это. Как она может восстановить сама себя? Неужели старшая установила такие мощные ограничительные заклинания? Молодая женщина равнодушно сказала: «Ограничительные заклинания. Вы обо мне слишком хорошего мнения, высоко думаете обо мне, это просто лепистый лазурит, также известный как камень поглощения духовной энергии».
Это невероятно редкий материал для изготовления инструментов. Он невосприимчив к духовной силе магических техник и сокровищ, и только физическая сила может нанести ему вред. Хань Ли слегка нахмурился, повернулся к каменной стене и сказал: «Лепистый лазурит. Я довольно неопытный и невежественный. Раньше я не слышал о таком материале». Молодая женщина небрежно объяснила: «Хе-хе, ну еще бы, чтобы младший слышал об этом материале. Этот материал был невероятно редок даже в эпоху древности, и мало кто знает о нем в настоящее время». Когда Хань Ли услышал это, он был ошеломлен. Он хотел было сказать что-то еще, но молодая женщина сладко улыбнулась и прервала его. «Несмотря на то, что уровень культивации младшего приближается к ложной стадии зарождающейся души, но ваши способности довольно слабые. Нет, правильнее будет сказать, что они ужасные. Кажется, вам пришлось много пережить, чтобы достигнуть этой стадии. В противном случае, вы, даже приложив все усилия, вряд ли бы смогли достичь даже стадии заложения фундамента. Встреча со мной также может считаться волей судьбы. Если вы захотите, у меня есть для вас магического сокровища». Как только Хань Ли услышал это, на его лице появилось странное выражение. Магическое сокровище, словно видя подозрение Хань Ли, выражение ее лица слегка изменилось, и она холодно сказала: «Конечно, есть свои условия. Во-первых, этот предмет будет предоставлен на время. Вам придется вернуть его. Во-вторых, после того, как вы возьмете сокровище, вы должны будете кое о чем позаботиться от моего имени». На мгновение она порылась в своем халате и достала нефритовую коробку. Нефритовая коробка была черной, размером с кулак. Внешне она выглядела довольно грубо, но часть черной коробки пожелтела от старости. Хань Ли взглянул на лицо молодой женщины, а затем снова взглянула на черную коробку. Он все еще молчал, а мысли его колебались. На мгновение он задумался, а затем серьезно спросил: «Может ли старшая сначала рассказать мне, что находится внутри коробки, прежде чем я приму решение?» Увидев неуверенность Хань Ли, на лице женщины в черном появился след раздражения. Приподняв брови, она указала на черный ящик и сказала: «Конечно, вы должны знать, что такое духовный источник. В этой коробке находится камень духовного источника, известный как нефритовый духовный источник. По крайней мере, его духовная ци должна позволить вам дальше стабилизировать вашу культивацию на ложной стадии зарождающейся души. Он позволит вам с легкостью конденсировать зарождающуюся душу. Это сокровище было со мной много лет. Если бы не мой нынешний уровень культивации и моя нынешняя неспособность продолжать его использовать, я бы не стала дарить его вам». Сказав это, она неохотно погладила черную нефритовую коробку. Нефритовый духовный источник. Выражение Хань Ли несколько раз изменилось. Он мог сократить время, которое потребовалось бы ему, чтобы достичь ложной стадии зарождающейся души на 2/3. Он полностью проглотил свои первоначальные слова, чтобы отвергнуть ее предложение. Немного поколебавшись, Хань Ли вздохнул и сказал: «Могу я спросить, что старшая хочет, чтобы я сделал? Если вы не можете что-то сделать с вашим нынешним уровнем культивации, как я могу вам помочь?» Молодая женщина выразила радость, увидев, что Хань Ли согласился. «Будьте спокойны. Я не прошу вас убить кого-то. Я только прошу вас выполнить мои поручения. Хотя мой уровень культивации очень высок, я не могу покинуть эту комнату по определенной причине. Я хочу, чтобы вы доставили мое письмо. Вы только хотите, чтобы я доставил письмо?» Хань Ли никак не ожидал этого. «Конечно. Вы действительно решили, что я собираюсь кого-то убить?» Женщина в черном широко улыбнулась и смущенно прикрыла улыбку рукой.